Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Ранее в других видео мы рассказали вам истории нескольких великих людей, посвятивших своей жизни исследованиям жизни после смерти и потустороннего мира и доказавших их существование. Сегодня вы узнаете историю еще одного такого, хоть и простого, но вместе с тем действительно великого человека, вошедшего в историю благодаря своей деятельности, направленной на увеличение уровня добра в мире. Всем известной Ванге. Известной всем, но того, что я расскажу вам в этой лекции, вы точно о ней не знали. Сегодня вы посмотрите на эту удивительную женщину другими глазами, откроете и поймете многое в ее трагической и одновременно славной и блистательной судьбе. Не стану утомлять зрителя миллионным пересказом биографии выдающейся болгарской предсказательницы и событий ее жизни. Это и без меня сделали уже тысячи авторов разной степени таланта и объема багажа знаний. Остановлюсь подробно лишь на одном событии, на том, которое положило начало всем остальным массово известным эпизодам и явлениям в жизни Ванги. По свидетельствам самой Ванги и ее близких, ее удивительный дар стал проявляться после того, как Ванга попала в ураган, была поднята в воздух и отброшена на сотни метров в бурелом, в результате чего ослепла, а некоторое время спустя стала обнаруживать в себе паранормальные способности, общаться с невидимыми сущностями, видеть мертвых и делать предсказания. В массовом сознании эта история представляется каким-то волшебством, чудом и божьей волей, которая даровала Ванге ее сверхспособности. Но если обладаешь знаниями о научных исследованиях жизни после смерти, экстрасенсорике и статистикой околосмертных переживаний, или сокращенно ОСП, этот случай стройно укладывается логикой в общую картину мироздания и действующих в нем законов. Никакого волшебства нет. Это статистически подтверждено. Многие, кто по той или иной причине оказался в состоянии клинической смерти, побывал с кратким визитом на том свете или испытал прочие проявления потустороннего мира в момент близости смерти, впоследствии развивают в себе различные внечувственные способности. Медиумизм, связь с мертвыми, углубленную эмпатию, способность чувствовать эмоции других людей, телепатию, чтение мыслей, предсказание будущего и так далее. Очевидно, не стало исключением из этого правила и Ванга. Оказавшись в одном шаге от смерти из-за урагана и вернувшись из-за черты, она естественным образом развила в себе экстрасенсорные способности, которые и привели в итоге к тому культурному феномену, который сегодня известен каждому как предсказательница Баба Ванга. При этом то же самое массовое сознание, как обычно, все исказило и внесло сумбур в этот, по сути, простейший случай. Одни безоговорочно верят Ванге и считают ее святой, ангелом и посланником Божьим, предсказание которого сбывается в 100% случаев. Другие несут еще более невероятный вздор о том, что бабушка была работницей болгарских спецслужб и зарабатывала миллионы на доверчивых гражданах, приезжавших к ней за очередным предсказанием. Весь абсурд и вся ирония ситуации состоят в том, что никакой предсказательницей Ванга на самом деле не была.
Являясь поистине выдающимся человеком с великой душой, человеком, прошедшим через невероятно тяжелые трансформирующие события жизни и с достоинством выдержав их, направив свой дар на бескорыстную помощь людям, при этом она была довольно обычным медиумом, что называется крепким середнячком, не более. Обладатели медиумических способностей могут видеть, слышать или ощущать проявления потустороннего мира, связываться с усопшими и получать от них информацию разного качества и разной степени достоверности. История знает гораздо более сильных медиумов, чем Ванга. Это и Дэниел Даглас Хьюм, и Флоренс Кук, и Евзапия Паладина, и Элизабет Хоуп, и Леонор Пайпер, и Эндрю Джексон Дэвис, и многие другие. Подробнее об этом смотри ссылки на источники информации в разделах о канале, вкладке «Сообщество», нашем телеграм-канале и любой нашей книге из цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». Сама Ванга никогда не занималась целенаправленным изготовлением каких-либо предсказаний и вообще особо на них не сосредотачивалась. Она лишь транслировала то, что ей сообщали из потустороннего мира разные развоплощенные сущности, ее собственные связные, а также те, кто являлся к ней вместе с приходившими на прием людьми, их родные и любимые усопшие. Она сама описывала этот процесс и поясняла, что когда к ней приходит человек, рядом с ним всегда парят или, в ее же собственной терминологии, стоят за спиной его умершие близкие, которые говорят с ней и передают информацию. Это тоже обычная история для любого медиума. Поскольку наши сознания всегда связаны с близкими нам людьми, и таким образом они никогда нас не покидают, любой медиум с настоящими способностями и наблюдает их рядом с нами, когда мы приходим к нему, и передает то, что они сообщают. А уж то, что они там наболтают со своей колокольни и своего уровня развития, как говорится, совсем другая история. И снова, если обладаешь знаниями об исследованиях жизни после смерти и устройстве потустороннего мира, то специфика случая Ванги и его искажение массовым сознанием становится очевидной, как гром среди ясного неба. В реальности мы видим обычную картину вполне обычного медиума, обладавшего определенными, давно описанными в научных исследованиях способностями психики, полученными в результате приближения к смерти, всю жизнь отдавшего служению людям при помощи этих способностей. Но откуда же взялись эти предсказания и пророчества, с таким упорством вознесенные на пьедестал, эти деревья, за которыми никто не видит леса? И здесь все тоже очень просто. Уже несколько веков известно, что развоплощенные усопшие, особенно находящиеся на низких духовных уровнях, просто обожают делать различные предсказания. Порождается это двумя факторами. Первый. После смерти каждый из нас обретает новые способности психики, включая и возможность прогнозировать будущее в виде зрительных образов и картин. И второй. Живущие люди в большинстве своем понимают связь между мирами довольно вульгарно и пошло, и в 90% случаев сами просят мертвых именно предсказать события будущего, и что-либо другое интересует их крайне редко. Первый фактор – это как сесть в новую машину. Все интересно, привлекает внимание, все хочется потрогать и попробовать, понажимать на все кнопочки и подергать за все рычажки. Вот мертвые с удовольствием и пользуются этой своей новообретенной способностью. И все время ошибаются, поскольку способность хоть и есть, но будущее невероятно подвижно, изменчиво и туманно. Оно зависит от почти бесконечного количества факторов, действий людей, природных явлений и так далее. Будущее меняется каждое наступающее мгновение, словно все время разрастающаяся и пребывающая новыми отростками ветвь огромного дерева. Каждый живущий, независимо от места его пребывания, влияет на это будущее. Наше будущее никогда не бывает определено на 100%. В любой момент времени мы пишем его сами, поодиночке и все вместе.
И потому любое пророчество, кем бы оно ни было дано, живым или мертвым, и даже самим Господом Богом, это лишь один вариант из сотен тысяч и миллионов. Угадать точный исход будущего невероятно сложно для кого бы то ни было. И мертвые в этом случае не являются исключением, ведь смерть сама по себе никак не меняет личность человека. Каким он был в земной жизни, таким он и уходит на тот свет. Он не становится в один миг, словно по мановению волшебной палочки, всезнающим мудрецом, имеющим ответы на все вопросы Вселенной. Каждый из нас продолжает на том свете с того момента, на котором остановился здесь, в мире физическом. Именно поэтому и так называемые предсказания Ванги, по большей части выдуманные и надуманные другими людьми, при ближайшем их рассмотрении не отличаются особой достоверностью и содержат количество ошибок не меньшее, чем если бы предсказанием занимались вы, дорогой зритель. И это абсолютно нормально, так уж все устроено. Второй фактор еще проще. Спрос рождает предложение, вот и все. Получив запрос от своего близкого, усопший дает на него ответ так, как может. Он смотрит в будущее, видит один из множества его исходов и сообщает его живому. Затем этот исход ожидаемо не сбывается, а живые утрачивают веру в духовный мир, поскольку считают, что раз не сбылось его пророчество, значит и самого духовного мира не существует. Но истинная причина таковой утраты веры – это абсолютное и тотальное невежество, нежелание ознакомиться с литературой и получить знания и их закономерное следствие, понимание сути и механизма происходящих процессов. Очевидно, что приходившие к Ванге на прием граждане, как и большинство остальных, чаще всего интересовались событиями будущего. Их мертвые родные и близкие давали на это свои ответы как могли, а затем это стало тем, что сегодня нам известно как сборник предсказаний Ванги, которые в основном записывают в сбывшееся только по факту произошедшего события, притягивая за уши туманные формулировки дававшихся ответов о будущем. И крайне редко отдельные такие предсказания сбываются. Но это не выходит за обычный среднестатистический уровень достоверности, доступный каждому. Если вы, дорогой друг, станете заниматься прогнозированием будущего на постоянной основе, даже не являясь мертвым, ангелом или каким-либо сверхпросветленным существом и не обладая никакими экстрасенсорными способностями, то половина из предсказываемых вами событий будет сбываться, просто в силу действия теории вероятности и естественных законов мироздания. Попробуйте делать предсказания о тех или иных событиях каждый день. Записывайте их в блокнотик, фиксируйте результат, и через некоторое время вы сами станете предсказателем не хуже Ванги. К сожалению, в данный момент нашей истории массово человечество мало волнуют действительно важные вопросы и знания. Большинству подавая информацию о том, выиграет ли он завтра $1 000 000 в лотерею, встретит ли своего суженого или суженую, получит ли повышение на работе, забеременеет ли, родит ли и исполнит ли давнюю мечту, будет ли Третья мировая война, кто придет к власти и тому подобное. Чему же тут удивляться? Каков запрос, таков и ответ. Зерно истины же о Ванге и ее жизни лежит глубже, под всей этой шелухой глупых предсказаний и пророчеств. Это была обычная, простая и деревенская, но при этом действительно великая женщина, помогавшая тем, кто в этом нуждался, связывая их с их умершими близкими и давая советы о том, как им действовать в той или иной ситуации, предлагая план дальнейших действий, освобождения от горя и страданий по усопшим, приводя к уверенности в себе и открытию возможности жить нормальной, полноценной жизнью, исполненной света и любви, помогавшая безвозмездно и бескорыстно. Она знала о том, что жизнь после жизни существует, понимала некоторые аспекты устройства потустороннего мира и щедро делилась этой информацией со всеми, кто к ней приходил, давая им совет, надежду и утешение. Делилась как могла и как умела,
искренне и не предполагая, что позже это будет искажено и превращено в то, что мы видим сегодня, и что ее дар, определенные силы будут делать инструментом заработка, грязных политических игр и достижения своих не менее грязных и приземленных интересов. К сожалению, в данный момент этому, кроме личной, собственной тяги к развитию и желания разобраться и обнаружить истину, противопоставить нечего. Таково в нынешней точке истории состояние человечества, и в массовых проявлениях его сознания правды не сыскать. Как бы там ни было, Ванга изменила мир, помогла тысячам людей и привела множество из них к знаниям о нашей истинной природе, устройстве мироздания, важности распространения любви и добра, бескорыстной помощи окружающим. Этим она открыла людям путь к развитию и верно ориентированной деятельной жизни, которая формирует для живущего как благополучную земную реальность, так и еще более благополучную реальность посмертную. Безотносительно к любым пророчествам и предсказаниям, своим примером и своей деятельностью на протяжении многих десятилетий этот человек подтвердил и доказал, что жизнь не ограничивается одним существованием в бренном теле, а продолжается неопределенно долго в другой ее форме. И каждого из живущих ждет счастливое воссоединение с любимыми, с которыми, как он думал, он был разлучен навсегда. А это дорогого стоит. В заключение же сегодняшней лекции я хочу дать слово самой Ванге, процитированное утверждение которой подтверждает все вышесказанное. После смерти тело разлагается, исчезает, как и все живое после смерти. Но определенная часть тела не поддается тлению, не гниет. Душа это или нет, не знаю, как назвать. Но в человеке, что не подвержено тлению, развивается и переходит в новое, более высокое состояние. Примерно происходит так. Умираешь неграмотным, затем умираешь учеником, затем человеком с высшим образованием, затем ученым. Смертей несколько, но высшее начало не умирает, и это душа человека. На сегодня это все, дорогие друзья. В следующий раз я отвечу на ваши многочисленные вопросы на тему влияния похорон на жизнь после смерти и меру ее благополучия, касающиеся кладбищ, частоты визитов туда, выбора надгробного памятника, способа отправки усопшего через кремацию или погребение, вреда и пользы от того или иного ритуального мероприятия. Это важно сделать, поскольку тема похорон чаще всего является наиболее острой для утративших своих любимых и близких и определяющей в их дальнейшем пути к исцелению от горя и скорби и возвращению к нормальной, спокойной и деятельной жизни. Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации и приятное общение продолжаются постоянно, в течение всего дня и без выходных. Всего вам самого лучшего, прекрасного и замечательного.